Все хорошо перемешиваю. Суп-пюре у меня готов. Друзья, посмотрите, какая красота у меня получилась. Обязательно украшаю веточкой мяты. Всем привет, мои дорогие любимые, самые лучшие подписчики и гости канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим турецкий национальный суп мерджимек чорбасе. Меня еще летом, когда мы отдыхали в Турции, просили подписчики показать рецепт вкусного супа. Я долго искала этот рецепт, я пробовала разные варианты. И вот он найден. Самый вкусный турецкий суп мерджимек чорбасе. Такой суп мы ели в Турции в кафе, куда ходят местные жители. Он очень вкусный. Прям вот вкушая мерджимек чорбасе, лично я представляла, как будто мы в Турции. Ностальгия была страшенная. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить турецкий мерджимек чорбасе. Мы начинаем! Итак, друзья, чтобы приготовить турецкий суп мерджимек чорбасе, нам потребуется в первую очередь чечевица. Мерджимек с турецкого переводится чечевица. У меня привезенная из Турции вот такая оранжевая чечевица, мерджимек. Она так и называется, мерджимек. Вот. Чечевицы я возьму 250 грамм. А также мне потребуется 1 средняя луковица, 1 средний картофель и 1 небольшая морковка. 1 чайная ложка сушеной мяты, соль по вкусу, 2 зубчика чеснока я возьму, 2 столовые ложки оливкового масла и 1 столовая ложка томатной пасты. И уже когда суп готов, нужно будет полить его заправкой, для которой я возьму 50 грамм сливочного масла и 1 чайную ложку паприки. А также у меня есть вот такой острый перец, который мы привезли тоже из Турции. Острый перец кладите по вкусу и по желанию. Для начала нам необходимо порезать все овощи. Все овощи буду нарезать на небольшие кубики. Сначала лук. Лук режу как на пельмени. Вот так. Особо мелко резать лук не обязательно, потому что все равно это все потом взобьется блендером. Чувствоваться он не будет. Лук я порезала, пока убираю в сторону. Далее на очереди морковь. Морковь также разрезаю на произвольные квадратики. Вот так. Кстати, забыла сказать, что в самом конце нам еще потребуется лимон и зелень. Зелень либо мелиса, либо мята, что-нибудь вот такое освежающее. Морковь я тоже порезала, убираю в тарелку и в сторону. Далее картофель. Картофель тоже нарезаю квадратиками. Картофель поспеет быстрее, чем морковь, поэтому можно чуть покрупнее квадратики, чем морковные. Картофель порезала, и чтобы он не потемнел, убираю в чашку с водой. Все, овощи подготовлены, можно начинать готовить суп. Итак, берем кастрюлю, довольно глубокую кастрюлю я беру, потому что потом еще суп буду пюрировать при помощи блендера. Включаем газ на полную мощность и отправляю сюда 2 столовые ложки оливкового масла. И можно сразу отправлять лук. Буквально в течение минуты обжарю лук, потом буду закидывать другие овощи. Дальше, друзья, я мелко нарезала чеснок, тоже отправляю к луку. Перемешиваю и закидываю морковь. Буквально еще 1 минуту. С картошки слила воду, тоже отправляю в кастрюлю. После картошки можно сразу отправить томатную пасту. Хорошо перемешиваю и обжариваю еще пару минут. Друзья, картофель обжарился в течение 2 минут. Отправляю сюда хорошо промытую под холодной водой чечевицу. Чечевицу лучше всего брать красную, либо оранжевую. Я покупала чечевицу в Турции. Турецкая чечевица отличается от российской. Готовится она буквально за 15-20 минут. Все, овощи и чечевицу заливаю 1 литром фильтрованной воды. Хорошо еще раз перемешиваю и жду, когда суп закипит. Суп у меня закипел. Теперь уменьшаю газ и накрываю крышку. Газ устанавливаю на 2, чтобы суп кипел. Турецкая чечевица очень отличается от российской чечевицы, поэтому смотрите по готовности. Время приготовления может отличаться. У меня на приготовление турецкой чечевицы уйдет минут 20. Итак, друзья, прошло ровно 20 минут. Давайте посмотрим. Чечевица хорошо разварилась. Картофель поспел. Морковка тоже. Все, выключаю газ. На этом этапе кладу 1 чайную ложку сухой мяты. 1 чайную ложку прям с такой доброй горкой я взяла. И 1 чайную ложку соли. Все хорошо перемешиваю.
Опять накрываю крышку, дам немного супу настояться и немножко остыть. Минут 10. А тем временем, пока суп остывает, сделаю заправку. Для приготовления заправки 50 грамм сливочного масла отправляю в сотейник. Оно у меня пока стояло, уже успело потаять при комнатной температуре. Растапливаем масло и отправляю сюда 1 чайную ложку паприки. Хорошо перемешиваю. Выключаю газ, и все, заправка готова. Все, друзья, суп слегка остыл. Заправка у меня тоже уже готова. Теперь при помощи блендера мне необходимо превратить суп в пюре. Суп-пюре у меня готов. Турки его варят чуть-чуть пожиже. Я люблю, когда суп-пюре густой. Поэтому густоту, смотрите, регулируйте сами. У меня получилось вот такой примерно консистенции. Аромат восхитительный. Все, можно сервировать и подавать к столу. Друзья, посмотрите, какая красота у меня получилась. Обязательно украшаю веточкой мяты. У меня мята, можно мелиссу взять, кому что нравится. И обязательно с турецким супом мерджимек чорбасы нужно подать дольку лимона. Потому что с кислинкой этот суп вообще становится шедевральным. Всех приглашаю на мой мукбанговский канал дегустировать эту вкусноту. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии, отвечать на них. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Всем огромное спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся завтра.